Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 6 февраля. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Армия обороны Израиля заявила, что наши военные в нескольких районах сектора Газа открыли предупредительный огонь, чтобы разогнать подозреваемых, которые приблизились к нашим силам. Военные говорят, что в одном из инцидентов несколько подозреваемых находились всего в десятках метров от войск Цаля. Они были идентифицированы как, цитирую, «непосредственная угроза». Палестинские СМИ же сообщают, что в результате израильского огня в районе 4 человека были лишены жизни. В армии обороны Израиля заявили, что они, цитирую, полны решимости полностью соблюдать условия соглашения о прекращении огня с целью возвращения заложников, а также готовы к любому сценарию и продолжат предпринимать все необходимые действия для предотвращения любой непосредственной угрозы солдатам армии обороны Израиля. Армия обороны Израиля призывает жителей Газы следовать ее указаниям и избегать приближения к нашим военным, размещенным в этом районе, заявили в ЦАЛе. Новости на Радио Мария. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы палестинцы покинули сектор Газа лишь временно, пока идет восстановление сектора Газы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Спорная идея Трампа, цитирую, не была задумана как враждебная. Я думаю, она была задумана как очень щедрый шаг, предложение восстановить и взять на себя ответственность за восстановление, заявил Рубио журналистам. Его же комментарии, похоже, противоречат Трампу, который, когда его спросили, вернутся ли палестинцы в сектор Газа после того, как покинут его, сказал, что он, цитирую, надеется, что они не захотят возвращаться. Белый дом, похоже, отходит от вчерашнего заявления президента США Дональда Трампа о том, что он хочет окончательно выселить палестинцев из Газы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что цель Вашингтона лишь, цитирую, временное выселение палестинцев. Трамп очень ясно дал понять, что он ожидает, что наши партнеры в регионе, особенно Египет и Иордания, временно примут палестинских беженцев, чтобы мы могли восстановить их дома, заявила Левитт во время пресс-конференции. На просьбу разъяснить, отходит ли Белый дом от разговоров Трампа о постоянном переселении к временному, Левитт отвечает, президент ясно дал понять, что их необходимо временно переселить из Газы для восстановления, поскольку сейчас это место сноса, оно непригодно для жизни ни для одного человека. Левитт также подвергается давлению со стороны журналистов, пытающихся связать эту идею с давними комментариями президента Трампа против вмешательства в иностранные дела, особенно на Ближнем Востоке. Цитирую. Президент не взял на себя обязательства вмешиваться в ситуацию в секторе Газа. Президент США ясно дал понять, что Соединенные Штаты должны участвовать в этих усилиях по восстановлению, чтобы обеспечить стабильность в регионе для всех людей. Это не значит, что американские налогоплательщики будут финансировать эти усилия. Это значит, что Дональд Трамп, который является лучшим переговорщиком на планете, собирается заключить сделку с нашими партнерами в регионе, добавляет Левитт. На вопрос о том, будут ли США силой переселять палестинцев, если они не захотят уезжать, пресс-секретарь избегает прямого ответа, ограничиваясь отвержением о том, что Трамп намерен переселить жителей Газы с целью восстановления сектора. Главные новости Израиля. Принимая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Пентагоне, министр обороны США Пит Хексет похвалил Израиль за ликвидацию лидеров Хизбаллы, включая военного командира Фуада Шукра, который разыскивался за свою роль во взрыве казарм морской пехоты США в Ливане в 1983 году. «У вас долгая память, и у нас долгая память», — говорит он, критикуя администрацию Байдена за задержку поставок оружия в Израиль. Хексет продолжает. Мы поставляли боеприпасы, которые ранее не поставлялись, но которые были полезны для уничтожения радикальных врагов.
Президент Трамп готов мыслить нестандартно, найти новые уникальные способы решения проблем, которые казались неразрешенными, говорит министр обороны США. Мы готовы рассмотреть все варианты. На этой встрече в своих комментариях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявляет, что Израиль является уникальным союзником США. В том числе цитирую, что мы не испытываем угрызений совести, сражаясь с нашими врагами самостоятельно. Мы готовы взять на себя бремя нашей обороны, противостоя силам радикализма и террора, а также силам, которые по всей сути являются антиамериканскими. Наша победа – это ваша победа, говорит премьер-министр, добавляя, что Израиль, цитирую, далеко продвинулся в достижении своих военных целей. В это же время представитель ЕС по внешней политике заявил, что сектор Газа должен стать неотъемлемой частью будущего палестинского государства, добавив, что Европейский Союз привержен решению о создании двух государств для израильских граждан и палестинцев. Мы принимаем к сведению комментарии президента Трампа, но ЕС по-прежнему твердо привержен решению о двух государствах, которые, по нашему мнению, являются единственным путем к долгосрочному миру как для израильских граждан, так и для палестинцев. Газа является неотъемлемой частью будущего палестинского государства, заявил неназванный представитель ЕС. Сектор Газа принадлежит палестинцам. Об этом уже заявляет министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок после того, как президент Дональд Трамп предложил Соединенным Штатам взять контроль за эту опустошенную войной территорию. Цитирую: «Гражданское население Газы не должно быть изгнано, и Газа не должна быть постоянно оккупирована или заселена заново», говорится в заявлении Анны-Лены Бербок. По ее словам, принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа было бы неприемлемым и противоречащим международному праву. Очевидно, что и Газа, как и, цитирую, западный берег и Восточный Иерусалим, принадлежит палестинцам. Это основа будущего палестинского государства, и решение о создании двух государств остается единственным вариантом мира, говорит Анна-Лена Бербок. Представитель ливанской группировки террористов Хезболла называет планы США по выселению палестинцев из сектора Газа преступными приказами. Комментарии Хусейна Мусави, политического советника генерального секретаря группировки, были опубликованы в заявлении Хезболлы. Йеменские же хуситы также осуждают Трампа, говоря, что Йемен, цитирую, стоит на стороне Палестины в противостоянии всем формам агрессии против палестинского дела. Это была цитата. Новости на радио Найрия. Израиль вслед за США выходит из Совета ООН по правам человека. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. По его словам, Израиль приветствует решение президента Трампа также не участвовать в Совете ООН по правам человека. Далее цитирую. «Совет ООН по правам человека традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им уклоняться от ответственности и вместо этого демонизирует единственную демократическую страну на Ближнем Востоке – Израиль. Этот орган сосредоточен на нападках на демократическое государство и распространении антисемитизма, а не на защите прав человека», пишет Гидеон Саар в соцсети X. По словам Саара, дискриминация против Израиля очевидна, так как это единственная страна, для которой была выделена отдельная постоянная повестка. Израиль подвергся более чем 100 осуждающим резолюциям. Это составляет более 20% всех принятых Советом решений, больше, чем против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых, добавил Гидеон Саар. Сообщается, что министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступает против переселения жителей Газы в Иорданию или Египет, как предлагает президент США Дональд Трамп, утверждая, что палестинцев следует отправить в страны, не имеющие общей границы с Израилем. В беседах с доверенными лицами в последние дни Смотрич особенно остро высказался против идеи отправки палестинцев в Иорданию, заявляя, что это может дестабилизировать королевство и создать угрозу безопасности Израиля на его самой протяженной границе. Новости на радио Найрия.
В это же время бывший министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявляет, что возвращение его партии Оцма Иудит в правительство Нетаньягу более вероятно на фоне заявлений президента США Дональда Трампа в пользу захвата США сектора Газа и переселения его палестинских жителей. Итамар Бен-Гвир говорит: «Я еще не сшил новый министерский костюм, но нет сомнений, что шансы на возвращение Оцма Иудит в правительство возросли. Теперь мяч в руках премьер-министра. Как только мы начнем и будет намерение это реализовать, я вернусь. Я не хочу распространяться на эту тему, планы уже есть», — говорит Итамар Бен-Гвир. Бен-Гвир, который давно выступает за то, что называет добровольной миграцией сектора Газа, говорит, что сейчас не время для мелкой политики. У нас есть огромная возможность, и мы не должны ее упускать. Еще до 7 октября я призывал к миграции, а они надо мной смеялись. Мы должны принять это, а не просто делать заявление. Пришло время реализовать и продвинуть это, заявил Итамар Бен-Гвир. Главные новости Израиля. И главной теме выпуска. В ближайшую субботу Хамас должны освободить еще несколько похищенных израильских граждан, пока их имена не разглашаются. Напомню, что первый этап сделки с Хамас предполагает освобождение 33 заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем более чем 1900 палестинских заключенных. Первый этап рассчитан на 6 недель. 8 заложников, которых должны передать Израилю на этом этапе, не выжили. Эту информацию подтверждает израильское правительство. Родственники павших уже проинформированы. По этим данным, представители Хамас передали Израилю после сложных переговоров список, цитирую, со статусом заложников, которые будут возвращены в рамках договоренности о прекращении огня. 8 из 20 из тех, кого вы видите на своих экранах видеоверсии наших новостей, не выжили. Среди этих 20 есть и семья Бибас. Предполагается, что если семья Бибас, где в плену остается Шири и ее 2 сыновей, недавно делала заявление, это означает, что семья вряд ли делала бы заявление об освобождении Шири сыновей, если бы они получили уведомление о том, что Шири и ее малыши не выжили. По условиям сделки Шири, 33-летняя гражданская женщина и ее дети в возрасте 5 и 2 лет должны были быть освобождены еще на первом этапе сделки. Но этого не произошло. В ноябре 2023 года, после того, как Шири и сыновья не были освобождены во время первого этапа прекращения огня, Хамас заявили, что все 3 не выжили в результате израильской атаки и опубликовали пропагандистское видео, в котором Ярден Бибас, муж Шири, освобожденный на прошлой неделе, обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу в том, что произошло. Однако израильская армия так и не подтвердила гибель Шири Бибас и ее сыновей. Израиль же продолжает требовать от стран-посредников США, Катара и Египта предоставления информации о состоянии здоровья Шири и ее сыновей. По нашей же информации, маленькая надежда на спасение есть. Чиновники в правительстве даже ни на камеру не комментируют ситуацию, опасаясь, что это может навредить семье Бибас и всем, кто остался в плену. Но все же некоторые чиновники считают, что Хамас будет держать семью Бибас до последнего, чтобы получить за них гарантию освобождения боевиков Хамас из израильских тюрем, которых Израиль заявлял, что не будет освобождать. Эта же ситуация очень похожа на сделку Шалита. Гилад Шалит родился 28 августа 1986 года в городе Наария. Солдат армии обороны Израиля, похищенный 25 июня 2006 года. Уже 11 октября 2011 года Израиль и Хамас достигают соглашения о выдаче Гилада Шалита. Поздним вечером 11 октября Кабинет министров Израиля утверждает сделку по освобождению Шалита. В обмен на его освобождение Израиль выпускает из израильских тюрем 1027 заключенных. Около 400 из них отбывают пожизненные сроки наказания за самые ужасные нападения в истории страны. По этой же сделке в 2011 году выходит на свободу и Яхья Синвар. Он провел более 2 десятилетий в израильских тюрьмах. Именно в израильской тюрьме Синвара спасли от рака мозга. После освобождения из тюрьмы в рамках сделки Шалита Синвар делает быструю карьеру в Хамасе. Он осуществляет нападения против израильских граждан.
Синвар лично планирует и руководит нападением Хамас на Израиль 7 октября 2023 года. Будет ли семья Бибас разменной монетой на нового Синвара, который выйдет на свободу, узнаем уже скоро. Новости на радио Нария. Сообщается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу во время встречи золотой пейджер, что является отсылкой к тайной операции Израиля по ликвидации террористической группировки Хизбалла. «Это была великолепная операция», отвечает Трамп. В ответ же Трамп подарил Нетаньяху их совместную фотографию с визита с надписью «Биби великому лидеру». Напомню, что в прошлом году тысячи пейджеров, которые использовали боевики Хизбаллы по всему Ливану, внезапно сдетонировали. Днем позже также сдетонировали и сотни раций ливанских группировок. Атаки, которые быстро приписали Израилю, произошли после того, как Израиль усилил контрнаступление против поддерживаемой Ираном группировки Хизбалла, которая начала наносить удары по Израилю почти сразу после атаки союзной ей палестинской группировки Хамас 7 октября 2023 года. Внимание! Вернулся официальный телеграм-канал «Радио Нария». Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Также, если вы смотрите нас по телевизору, отсканируйте телефоном QR-код на своих экранах. Или же в поиске в Telegram напишите «Радио Нария» латинскими буквами. Нашей радиостанции нужна ваша поддержка. Прямо сейчас вы можете поддержать Радио Нария. Для этого подпишитесь на наш YouTube-канал. Нажмите на кнопку «Подписаться». Также нажмите на палец вверх под этим видео, если видео вам понравилось. Или на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, в пятницу, 7 февраля, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.